Привет, друзья! Меня зовут Виолетта, и я рада приветствовать вас на своем канале «Тайное место», на котором я рассказываю вам разные интересные детективные истории. Новая история будет жестокой и даже зверской. 15 сентября 2020 года рыбинский маньяк надругался и разделал тела двух маленьких девочек-сестер. Истерзанные тела в квартире на окраине Рыбинска обнаружила мать Валентина, вернувшись со смены в больнице. Ее сожитель и главный подозреваемый Виталий Молчанов пустился в бега. Перед началом этого видео я хочу попросить вас поставить лайк после просмотра, а можете поставить его прямо сейчас и написать свое мнение по этому делу в комментариях. Лайк вы ставите не этой ужасной истории, а мне за проделанную работу, поиски информации и дни работы. Также не забудьте подписаться на мой канал, ведь подписавшись, вы сможете видеть новые истории этого канала. Утром 28 декабря 2022 года Виталий проснулся с мыслью о своем будущем, наверняка предполагая, что его ждет. 43-летнего Виталия Молчанова вывели из камеры в СИЗО и повезли по заснеженному Ярославлю в зал суда. За что вы доставлены? За убийство. Вину свою признаете? Признаю. Раскаиваюсь, не понимаю, почему сделал. Через несколько часов маньяк узнает, что больше никогда не увидит город, не сможет прогуляться по его заснеженным улочкам, как и дети, которых он лишил жизни. Родители девочек, Валентин и Валентина, родом из Омска. Сначала у пары все складывалось хорошо. Он окончил полицейскую академию, она медицинский университет. Чуть позже пара перебралась из Омска в Новосибирскую область. Валентин получил должность начальника отделения уголовного розыска, а Валентина работала медсестрой в местной больнице. Супруги воспитывали 3 детей, старшего сына и 2 маленьких девочек. Больше 10 лет они прожили вместе, а весной 2020 года развелись. Валентина с дочками уехала в Омск к бабушке, а уже оттуда семья перебралась в Рыбинск. 15 сентября 2020 года Виталий Молчанов надругался и лишил жизни 2 сестер. Одной девочке было всего 8 лет, другой 13. Он не был для них чужим человеком. Школьницы переехали в Рыбинск вместе со своей мамой, у которой был с ним роман. Вчетвером они жили на 1-м этаже панельного дома на окраине города и часто вместе гуляли по округе. Виталий – спокойный и улыбчивый человек. Он всегда со всеми здоровался. Именно таким знали его соседи. Никто из них не подозревал, на что способен с виду мирный сосед. Он к отцу приехал, жили вместе, потом отцу квартиру сняли на Шлюзовой, однокомнатную. Отец ушел, а к нему приехала женщина. Ну, с балкона так увидишь, и все, не разговаривали, ничего, ведь мы с ними. Откуда мы знали, что такого человека надо на лбу или что-то метку какую-то ставить, или что-то, чтобы знали. А откуда мы знали, что он такой? А вы знали, что он сидел? Откуда же? Никто не знал. А папа его не говорил вам? Никогда. А с папой вы общались с его? Ну так, общались. Я еще как-то спросила, говорю, а он женат-то у тебя? Что-то помямлили, все, не хотели, скрывали, наверное. По словам мамы Виталия, у него было счастливое детство. Он рос любимым ребенком в семье с мамой, папой и младшей сестренкой. В детстве он любил играть с друзьями, заботился о животных. В 18 лет он уехал из дома, потому что ему захотелось самостоятельности, как и всем молодым людям в этом возрасте. Спустя какое-то время он женился, но его брак распался через 7 лет. Завести детей пара не успела. Родные Виталия были уверены, что именно после развода с первой женой у него в жизни все пошло наперекосяк. Он начал много пить. Никто из родных Виталия Молчанова не пошел в суд. Мама открестилась от него много лет назад, а сестра давно перестала ходить на судебные заседания. Его первый госзащитник, Олег Будник, отказался от Виталия, а второй государственный защитник, Илья Горшков, был словно тень. Он ни слова не сказал журналистам и с подозреваемым в зале суда общаться не стал. До прихода судьи Виталий Молчанов нервно ходил по тюремной клетке
с опущенными плечами и головой. Журналисты стали выкрикивать вопросы. Почему совершили столь ужасный поступок? Комментариев нет, тихо бросил Молчанов. Планы строите на будущее? Нет. Что думаете об исходе заседания? Пожизненное, сухо сказал маньяк. Что бы вы сейчас сказали маме девочек? Если можно было бы повернуть время вспять, этого бы не произошло, сказал он. У Виталия спросили про проблемы с психикой. И здесь он оживился и стал рассказывать, что не осознавал своего зверства. Идею психических отклонений Виталий Молчанов навязывал суду с самого начала. И ему это почти удалось. Несколько раз подсудимого признали невменяемым. Он настаивал на том, что с 2002 года страдает психическими заболеваниями, которые заставляют его совершать такие ужасные преступления. 2 экспертизы действительно признали Молчанова невменяемым, и ему почти удалось убедить суд, что его необходимо лечить. Но его родные настояли на еще одной экспертизе. И в конечном итоге коллегия медиков решила, что он осознавал, что он делает. Подсудимый сообщил, что экспертизу проводил тот же специалист, что и 12 лет назад, когда суд лишил Молчанова свободы за подобное преступление. По его словам, этот специалист просто поднял старые документы и переписал их. Следователи восстановили картину преступления. Когда Валентина пришла домой, она открыла дверь и увидела страшную картину. Истерзанные тела своих дочерей. Вокруг было очень много крови. Виталия дома не было. Он был объявлен главным подозреваемым. За любую информацию о его местонахождении обещали крупное вознаграждение. Рыбинского маньяка искали 3 дня. Утром 18 сентября подозреваемого наконец задержали. После задержания рыбинского маньяка в соцсетях Ярославля стало популярным видео с уличных камер наблюдения. На камерах видно, что мужчина хотел сдаться полиции и почти час простоял у опорного пункта, но он был закрыт. Спустя 2 года эта запись в интернете стала недоступна. Позже оказалось, что Виталий Молчанов не стоял на учете, хотя и должен был. То есть после его освобождения правоохранительные органы должны были регулярно его проверять. После смерти сестер Виталия Молчанова обвинили в двойном лишении жизни с особой жестокостью, надругательстве и издевательствами над телами умерших. По последней информации, уголовное дело прекратилось из-за истекшего срока давности. В самом начале оглашения приговора выяснилось, что эти статьи для маньяка хорошо знакомы. Судья зачитал справку о криминальном прошлом подсудимого. В 2010 году Чайковский суд Екатеринбурга приговорил маньяка к 11 годам лишения свободы в колонии. Это преступление было очень похоже на то, что он совершил в Рыбинске. Только раньше это были 2 взрослые девушки. Обстоятельства были аналогичными. Только жертвы были взрослыми. Маньяк связал девушек, принудил их к половому акту и лишил одну из них жизни, а позже разделал тело. Из-за того, что мужчина был пьян, вторая девушка смогла освободиться и спастись. После этого она заявила в полицию. Молчанова поймали и приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима. После первого преступления Молчанов отсидел в тюрьме 9 лет и вышел досрочно. Начал переписываться с мамой будущих жертв. У них быстро закрутился роман на расстоянии. Знала ли она о прошлом своего избранника? Неизвестно. Валентина оставила своего мужа и старшего сына в Омске и вместе с дочками переехала в Рыбинск. Нашла работу в больнице совсем рядом с домом. Ее дочки ходили в местную школу. В суде Виталий Молчанов пытался доказать, что все совсем не так, как считают обвинения. На его лице не было и капли сомнения, словно он и не причинял вреда девочкам. Даже с учетом того, что еще при жизни он нанес более 100 ударов каждой девочке ножом и топором. Выяснилось также, как именно он это сделал. Сначала он напал на одну девочку и лишил ее жизни. Потом пошел гулять на улицу вместе с другой девочкой. Они даже пошли к маме на работу передать ей теплые вещи. Молчанов даже купил девочке сладостей. И когда они вернулись домой, набросился на нее. С ее сестрой он расправился, когда они были наедине. Вот. Она сказала, не проблема, конечно, ложитесь пораньше. Еще 8 часов. Еще одну бутылку где-то до 10 часов.
И как бы, что, и как бы не убил в итоге. Преступник изо всех сил пытался доказать, что при жизни он не принуждал девочек к половому акту, а делал это с бездыханными телами. Все прекрасно понимают, что дело не в том, что произошла трагедия. Дело в том, что у меня были отношения с Валентиной, сказал Молчанов. И для него было важно, чтобы она поняла, что именно он сделал, чтобы была понятна картина, что именно он совершил. Все это он собирался излагать в апелляционной жалобе. И вы все сможете сами увидеть, говорил он со скамьи подсудимых. Он думал, что для матери девочек это важно. Как он говорил, одно дело просто лишить жизни, а другое дело – это лишить жизни и надругаться. Он считал, что это большая разница. В тот день произошла расправа. Действия насильственного характера были по отношению к погибшим телам. Спонтанность действий маньяка легко можно поставить под сомнение. По версии обвинения, он заранее забрал у девочек телефоны, чтобы они не смогли позвонить маме. Валентина узнала о случившемся только спустя несколько часов. Она пришла с работы и увидела стены, залитые кровью, и изуродованные тела своих дочек. Суд назначил Виталию Молчанову пожизненное лишение свободы. По одному эпизоду насильственных действий сексуального характера он был оправдан, где за отсутствием состава преступления изначально его обвинили в надругательстве обеих девочек, но доказать смогли только над одной из сестер. Судья постановил, что рыбинский маньяк должен выплатить компенсацию 10 миллионов рублей отцу девочек и 2 миллиона матери. Суд согласился с тем видом наказания, которое запрашивала сторона обвинения для Молчанова. Ему было назначено пожизненное лишение свободы, которое он будет отбывать в исправительной колонии особого режима. На судебном заседании Виталий Молчанов оспаривал последовательность своих действий. После оглашения приговора он охотно разговаривал с журналистами. Казалось, что наивысшая форма наказания ему не страшна. Он твердо заявил, что будет подавать апелляцию. То, что я причинял страдания, издевался над ними. Такого не было, сказал Молчанов. Вы думаете, для матери это важно? Девочки были жестоко лишены жизни. Может, просто с честью встретить этот приговор? Спросил у Виталия журналист. Очень много действий произошло именно с целью создания семьи. То есть отца переселили, ипотеку оформили, кредит взяли, ремонты сделали. То есть девочек в школу устроили, одежду, обувь им покупали. То есть все сделали. Для того, чтобы обвинять в том, что я как-то заранее спланировал и сознательно совершил это преступление именно по отношению к этим девочкам, ну, это, по-моему, вообще нелогично, не обосновано ничем. Это все произошло спонтанно. Вот на такой ноте заканчивается эта история. Пишите свое мнение в комментариях. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. На прошлой неделе я не успела опубликовать новое видео, и поэтому опубликовала его на этой неделе. Но чтобы все было по-честному, я опубликовала еще одно видео сегодня, ведь я обещала, что новые видео будут выходить каждую неделю. Теперь настала пора прощаться с вами. Следите за уведомлениями, чтобы не пропустить мое новое видео. Всем пока и до новых встреч!